Всем доброго дня! Сегодня мы готовим классический яблочный пирог. Очень многие страны приписывают этот рецепт себе. И не зря, пирог очень вкусный. Он с богатой яблочной начинкой, с хрустящим вкусным тестом. Подается он теплым и готовится очень легко и просто. Ну что, начнем? Сначала мы приготовим тесто. Для этого нам нужно заранее поставить воду в холодильник или просто положить в нее лед, чтобы вода была ледяная. Затем мы просеиваем муку, 2 стакана, и добавляем 1 чайную ложку соли и также 1 столовую ложку сахара. Все хорошенько перемешиваем и начинаем тереть туда, в эту нашу мучную смесь, сливочное масло. Я тру на такой своей старенькой терке, которая мне досталась еще от бабушки. Можно это все перемолотить просто в блендере. А потом добавляем сюда водичку, добавляем воду постепенно, чтобы не переборщить. Поэтому сразу не выливайте всю воду, а потихонечку ее добавляйте, чтобы у нас сформировалось тесто. Тесто должно получиться в меру мягкое, но не твердое. И вот так на столе мы будем его просто складывать и складывать. Потом кладем тесто в полиэтиленовый мешок, убираем лишний воздух, заворачиваем и кладем в холодильник на 30-40 минут. Приступаем к приготовлению начинки. Я взяла 4 больших яблока и половинку лимона, выдавила сок, и теперь приступаем к яблокам. Их нужно почистить и порезать на кусочки. Я порезала одинаковыми примерно кубиками. Затем добавила сюда лимонный сок. Все хорошенько перемешала. Добавляем сюда сахар. Я добавила 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку меда, чтобы начинка была более душистая. Также нужно добавить 1 чайную ложку корицы. Все это размешиваем и добавляем 2 столовых ложки муки. Начинка готова. Ну тесто полежало в холодильнике, оно стало такое более эластичное. Мы берем где-то 2/3 нашего кусочка теста и раскатываем его. И потом перекладываем в форму. Форму не нужно смазывать ничем, так как у нас тесто на сливочном масле. Обрезаем лишние все краешки, потом выкладываем сюда начинку и все это утрамбовываем, чтобы у нас не было пустых мест. И потом остаток теста мы нарезаем такими полосочками и красиво укладываем. Я приклеивала на яичный желток эти все полосочки. Потом все это смазала сверху яичным желтком и посыпала сахаром, чтобы у нас были вкусняшки такие сверху хрустящие. Выпекать мы будем при температуре 200 градусов до золотистого цвета. Это где-то 45-50 минут. Посыпаем сверху сахарной пудрой. Все. Приятного аппетита. Пока!